Привет, физкультурники! Сегодня мы продолжаем серию видео про работу с таким снарядом замечательным, как гиря. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели следующее упражнение, которое состоит из двух частей. Упражнение называется Clean and Jerk, окей? Или по-русски взятие на грудь и толчок. И извиняюсь честно, я не помню, как точно по-русски называется. По-моему, это длинный цикл, по-моему, называется в гиревом спорте. Окей, как я всегда говорил, это снаряд очень универсальный, он подходит для многого, в нем можно тренировать все, что вам нравится, как вам нравится, силу, выносливость. И очень классный снаряд, и я всегда буду советовать держать людям его дома для тренировок, особенно для тех, кто не сильно любит ходить в зал и предпочитает тренироваться дома или на улице. Это вам будет только в огромный плюс. Но те, кто ходят в залы, я очень рекомендую включать такой тренажер, как гирю у себя в зале, в программах, в тренировках. Это будет тоже вам только в плюс. Итак, друзья, вы на моем канале, канал про тренировки, кроссфит, вейтлифтинг, все, что с этим связано. Сам занимаюсь кроссфитом. Всем, кому эта тема интересна, всем, кому хочется выучить что-то новое или узнать что-то новое, или, может быть, рассказать что-то новое мне, подписывайтесь, ставьте лайки, включайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы поехали. Начинаем. Клин. Сегодня мы будем это смотреть, как это изучается одной рукой. В дальнейшем я запишу видео, как и что можно делать, когда делается он двумя руками. Итак, упражнение выполняется следующим образом. Мы берем саму гирю приблизительно вот у внутреннего края. Окей, рукой мы берем его возле внутреннего. Кстати, есть ребята, которые, я видел, берут его у внешнего края и уже при забрасывании перекидывают. Пробовал, мне лично так неудобно. Если вы хотите, можете попробовать. То есть они берут за дальний, при выполнении упражнения, они его, когда перекидывают гирю уже на руку, они передвигают и все равно берутся за этот край. Потом опускают, передвигают обратно. Не так сложно, это делается очень легко, хотя может слышаться немного запутанно. Но мне лично так неудобно изначально, поэтому я беру изначально сразу за внутренний край, ближний. Итак, берем за внешний край, внутренний край, как бы ближе к внешний край, как бы к середине тела. Забрасываем его как свинг, подкидываем, разворачиваем и закидываем. Скидываем и опять. Скидываем и опять. Окей, теперь сбоку. То же самое. Махнули, дернули плечом, закинули. Дернули плечом, закинули. Итак, если рассматривать движение в медленном движении, что мы делаем? Мы берем гирю. Если кто не видел мой урок, я постараюсь не забыть вставить линк в описании. Мой урок, как мы делаем свинги двумя руками. И свинг одной рукой делается точно так, даже не приблизительно, точно так же. Итак, мы берем гирю, мы делаем замах, уводим его между ног. Потом, когда мы начинаем выпрямляться в тазовой области, мы начинаем выпрямляться вверх. Не назад, а именно вверх. Рука как можно ближе к телу. Мы подкидываем, мы при выпрямлении встаем на носки, то есть мы вытягиваемся полностью. Вставая на носки, мы также поднимаем вверх, дергаем вверх плечо. После этого у нас идет локоть. После того, как локоть пошел вверх, и мы держим гирю приблизительно вот в таком положении, то есть гиря пошла вверх, мы подседаем под нее, при этом дергаю ее вверх и разворачиваю кисть. То есть мы не держим плотно и сильно, нет, мы держим гирю, на самом деле вот так вот, надеюсь, вам видно, на пальцах. Мы не захватываем вот так, держим ее легко на пальцах. И вот при вот этом вот замахе рукой, когда рука пошла, мы как бы ее поддергиваем вверх, она начинает лететь. Мы просто толкаем за ручку вниз, при этом подседая, гиря в воздухе разворачивается, ложится нам на плечо. Мы при полуприседе там ловим ее и выпрямляемся. Итак, еще раз. Давайте только сбоку посмотрим. Окей, то есть попробую сделать медленнее, может быть будет как бы более наглядно. То есть отсюда, оп, скинули, опять, оп, скинули, опять, оп. Чем резче мы ее
подорвем кверху, тем легче нам будет ее принять на плечо. При этом, друзья, заметьте, многие, когда только учатся, делают ошибку, они пытаются это сделать не... То есть это движение, оно не силовое, оно и скоростное. Это скоростная силовая работа, которая выполняется очень быстро. То есть если вы возьмете 16 килограмм, да, и начнете делать вот это, вам будет достаточно тяжело, потому что это все-таки 16 килограмм. И, скажем, к примеру, вы сможете сделать даже 10 таких раз. Но, если вы будете работать в скоростно-силовой работе, вы сможете сделать намного больше раз. Почему? Потому что в этом весь прикол. Вы должны сделать подрыв. То есть вы отсюда ее подрываете, подкидываете, а потом расслабляетесь и ловите. Поэтому запомните, это скоростно-силовая работа, это не силовая работа. То есть мы размахнулись, подкинули, отпустили, подкинули, отпустили, подкинули, отпустили, подкинули. И так можно здесь гири работать до бесконечности. То же самое выполняется и на левую руку. Все точно так же. То есть мы взяли. Сейчас, правда, я локоть не сильно или высоко подкидываю, потому что гиря достаточно легкая, всего 16 килограмм. Но когда работаешь с более тяжелой, это более наглядно можно увидеть. То есть я как бы немного уже срезаю само движение локтем вверх, я быстрее заворачиваю. Это первое упражнение из серии. Второе упражнение, друзья, это толчок. Как выполняется толчок? После того, что гиря лежит у нас на руке. Еще, кстати, небольшое отступление. Гирю можно держать двумя способами на руке, на себе, на теле. Настоящие гиревики, когда они выполняют это в своих спортивных состязаниях, когда они именно чистые вот гиревики, они держат как? Они стоят чуть-чуть вперед, на коленях, рука уперта в живот, лежит на вас вот таким образом и лежит немножко впереди. Окей, вот таким вот образом они держат гири. На самом деле, когда я беру тяжелые гири, там 32 килограмма, там 40 килограмм, я тоже так держу, потому что намного легче и держать их и удобнее. Когда я работаю с более легкими весами, скажем, до 24 килограмм, да, я больше держу их вот ровно на руке. Или кладу, но стою ровно. Я не упираюсь на колени, а я все-таки больше работаю тазом. Я их держу вот здесь. Почему я это делаю? Потому что, по большому счету, мне это нужно больше для кроссфита. И так как там с очень громадными весами на clean jerk или snatch не работают, и даже snatch здесь ни при чем, больше на clean jerk там не работают с большими весами, мне удобнее просто уже отсюда вот выталкивать, как и в тяжелой атлетике, то есть я работаю больше тазом и коленями вместе. И когда я просто для себя что-то делаю, беру там пробовать что-то или сделать более тяжелое, говорю, то да, я подсаживаюсь и держу вот так, и отсюда уже выталкиваю именно колени, потому что гиревики настоящие выталкивают коленями и потом подседают под гирю. Поэтому, если что, друзья, в комментариях можете не хаять меня, что я держу ее неправильно. Так, держу ее более ровно, потому что я в данном случае работаю тазом. Итак, как выполняется джерк? Мы подсаживаемся, таз уходит вниз и чуть-чуть назад, колени уходят градусов под 45 в стороны. Точно так же, как и в тяжелой атлетике. Окей, подсел, выталкиваю гирю тем, что я опять же встаю на носки и подкидываю плечо кверху. Как только она начинает лететь вверх, я падаю одновременно с этим вниз и выпрямляю руку наверх. Так, поймал, выпрямился, опустил. Поймал, выпрямился, опустил. Смотрите, друзья. Теперь, когда мы ловим гирю вверху, мы ее не ловим впереди тела. Мы не стоим таким вот движением. Мы не стоим вот так вот расслабленно. Нет. Плечо работает. Мы его толкаем все время вверх. Оно все время работает. Когда мы ловим гирю, то есть вот мы выкинули, мы голову двигаем чуть-чуть вперед, а лопатку закрываем назад. Как бы сводим. И держим ровно над головой, потому что если вы будете держать тяжелую гирю чуть впереди или слишком назад, она вас просто перетянет и вы упадете. Поэтому еще раз закинули, бум, поймали, жестко, вывели, ровно, не тут, не где-то там, ровно, вперед.
вперед, лопатка закрыта, плечо активно тянется к уху. Опустили. Подкинули. Опустили. Подкинули. Опустили. И вот в таком темпе работаем. Эти два упражнения вы можете, я очень жарко, извиняюсь, потею, просто хана, жара страшная. Эти два упражнения, друзья, вы можете использовать как по отдельности, также вы можете их использовать вместе. Можете их вставлять в тренировочные комплексы и сразу один за другим, как один комплекс, как одно упражнение. То есть сделали клин, сразу джерк. Окей, вы можете его использовать как по отдельности только клин, вы можете использовать его как по отдельности только джерк. То есть, грубо говоря, у вас есть 3 варианта этого упражнения, которые вы можете использовать как вам удобно и как вам в данный момент нужно для тренировочного плана или просто для себя поиграться, покидать гирю. Поэтому пользуйтесь, тренируйте, делайте и пишите в комментариях, как вам было, понравилось, не понравилось. Может, я что-то не так сказал, может, я где-то ошибся, и вы меня сможете поправить. С удовольствием почитаю, уточню. Ну а вам, друзья, если не сложно, ставьте лайки. Вам мелочь, а мне приятно и поможет моему каналу быстрее расти и продвигаться. Не забывайте также включать колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Что ж, друзья, на этом все. До следующих встреч. Пока.